Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Европейские страны стали рекордными темпами отбирать газ из своих подземных хранилищ, ПХГ. Так, с 15 по 30 ноября они подняли 7,7 миллиардов кубометров и на 5% превысили показатели ноября 2024 года. За этот же период, по данным Gas Infrastructure Europe, в первой половине месяца отбор был намного ниже. Отбор в ноябре опережает обычный темп расходов запасов газа примерно на месяц. То есть до нынешнего уровня запасы в хранилищах в Евросоюзе обычно доходили в конце декабря. Среднее значение за последние 5 лет, передает ТАСС. Настоящие холода в Европе еще не пришли, впереди несколько месяцев зимней погоды. Технологические сокращения запасов в хранилищах снижают их производительность. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ может поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей, говорят эксперты «Газпрома». Есть несколько причин, почему европейцы вынуждены отбирать больше газа из хранилищ в начале этого отопительного сезона, чем это требовалось в 2024 году. Во-первых, многие европейские компании пытаются сейчас реализовать газ из подземных хранилищ, потому что они опасаются, что дальше цены могут снизиться еще больше. Тогда как они покупали и закачивали этот газ ранее по более высоким ценам, чем сейчас. И дальше боятся получить еще больший убыток, говорит эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности ФНЭП Игорь Юшков. Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за 1,5 года, до $335 за 1000 кубометров 2 декабря. Во-вторых, в Евросоюз приходит меньше трубопроводного газа, чем в прошлом году, потому что на 15-16 миллиардов кубометров сократились поставки российского газа транзитом через Украину. Поэтому даже с прежними объемами СПГ европейцы все равно бы отбирали больше газа из подземных хранилищ. Те объемы газа, которые в прошлом году ежесуточно приходили транзитом через Украину из России, теперь компенсируются газом из подземных хранилищ, объясняет эксперт ФНЭП. Кроме того, Евросоюз лишился более 1 миллиона тонн СПГ в год, которые суммарно отгружались на европейский рынок с двух российских проектов – это Криогаз Высоцк и Газпром СПГ Портовая. Теперь поставки остановлены из-за санкций США. Третий фактор – у европейцев появилась необходимость кормить собственным газом Украину. Раньше Украина закупала виртуальный реверс, то есть по сути транзитный российский газ. А теперь она физически берет голубое топливо у европейцев. По всей видимости, у Украины еще и сократилась собственная добыча в результате российских ударов, поэтому ей приходится еще больше закупать у Европы. Украина плотно села на шею европейцам, которые должны за счет импорта из собственных хранилищ обеспечивать не только собственный рынок, но и теперь украинский, говорит Игорь Юшков. Четвертое отличие нынешнего года от прошлого в том, что в 2025 году в Европе, пусть немного, но все-таки подросло потребление газа. Потребление газа в Евросоюзе стало восстанавливаться после падения в 2022-2023 годах на сверхвысоких ценах. Это произошло за счет того, что газ был все-таки не сверхдорогой. Цены были в районе $400 за 1000 кубометров, говорит Юшков. При этом холод, по мнению эксперта, пока не является главной причиной большого отбора газа из ПХГ, чем в прошлом году. Чем же опасен более быстрый отбор газа из подземных хранилищ? Тем, что к концу года там может остаться критически мало газа. Самый экстремальный сценарий, если в конце отопительного сезона ударят морозы. Если в феврале и марте стукнут морозы, а в хранилищах будет мало газа, то отбирать его ежесуточно станет сложнее. Это приведет к дефициту газа, а покрывать его придется только текущим импортом. Это значит, что Европе придется вступить в конкуренцию с азиатскими рынками за объемы СПГ. В результате этого цены на газ вырастут. Это негативный эффект для европейской экономики, объясняет Юшков. При этом в целом за год отмечается рост доли СПГ в структуре импорта газа в Евросоюзе. Доля СПГ в импорте газа в Евросоюзе выросла с 37 до 45%. Если за первые 9 месяцев 2024 года Евросоюз импортировал 297 миллионов кубометров СПГ в сутки, то за аналогичный период 2025 года 376 миллионов кубов, говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market. Но как только наступает отопительный сезон, спрос резко возрастает, причем не только в Европе, но и в Азии. И азиатские покупатели переманивают большие объемы СПГ для себя с помощью цены.
И чем холоднее будет в Азии и Европе, тем сильнее оба региона будут конкурировать за ограниченные объемы СПГ и стимулировать рост цен, заключает Юшков. Еще одна интересная новость, тоже из Европы. Европа в ближайшие месяцы рискует столкнуться с ощутимым дефицитом редкоземельных металлов, который имеет стратегическое значение для оборонной промышленности, говорится в материале агентства Bloomberg, а то и вовсе останутся без них. Именно эти материалы лежат в основе производства ключевых компонентов военной техники, от электронных систем и датчиков до элементов для истребителей и беспилотных аппаратов. Сложившаяся ситуация во многом объясняется тем, что Китай контролирует значительную часть мировых поставок редкоземельных металлов и уже ввел ограничения на их продажу компаниям, работающим в оборонной сфере. В результате Евросоюз оказался вынужден конкурировать с США на альтернативных рынках за пределами КНР. Проблема усугубляется тем, что американские компании действуют значительно быстрее и гибче. Если европейским покупателям требуется 3-4 недели для оформления поставки тонны тербия, то американские структуры обеспечивают аналогичную поставку всего за 3-4 дня. Такая разница отражает более агрессивный и решительный подход США к формированию запасов стратегического сырья. Наличие финансовых ресурсов, оперативность принимающих решения и глубокое знание логистических цепочек создают мощное преимущество, которое европейским компаниям в нынешних условиях сложно компенсировать. В немецкой компании Tradium отмечают, что американский рынок демонстрирует более творческое и стратегическое отношение к управлению поставками. США быстрее оценивают риски и принимают меры, потому что обладают достаточной экономической мощью и имеют систему принятия решений, позволяющую реагировать на угрозы немедленно. В Европе же отсутствует необходимый уровень координации и готовности оперативно перенастраивать логистические цепочки. В итоге даже наличие ресурсов или потенциальных партнеров не превращается в реальную промышленную силу, что создает уязвимость для ключевых секторов экономики. Глава Федерации оборонной промышленности и безопасности Германии Ганс Кристоф Ацподен обратил внимание на еще один структурный недостаток. В Европе существует месторождение редкоземельных металлов, но нет собственных мощностей для их масштабной переработки. Это означает, что даже наличие сырья не решает проблему, так как производственные цепочки исторически зависели от переработки в Китае. Множество европейских компаний долгие годы отправляли добытое сырье или полуфабрикаты в КНР, в результате чего возникло системное технологическое отставание, требующее колоссальных инвестиций для исправления. Фактически Евросоюз оказался в положении, когда необходимо одновременно перестраивать логистику, создавать собственные перерабатывающие мощности, искать новых поставщиков и конкурировать с крупнейшими мировыми игроками. Такое сочетание задач усиливает стратегическую уязвимость европейской оборонительной отрасли. Дефицит редкоземельных металлов способен замедлить производство ключевых систем, вооружений или увеличить стоимость их выпуска, что в нынешней геополитической ситуации крайне нежелательно. В попытке снизить критическую зависимость от Китая, Еврокомиссия объявила новую инициативу. Брюссель намерен компенсировать разрывы в поставках, расширяя сотрудничество с государствами, обладающими значительными запасами стратегически важного сырья. Европейские власти рассчитывают, что диверсификация источников позволит обеспечить стабильность поставок, однако реализация таких планов неизбежно потребует времени, инвестиций и политических усилий. Ситуация вокруг редкоземельных металлов демонстрирует структурную проблему европейской промышленной политики. На протяжении десятилетий Евросоюз опирался на глобальные производственные цепочки, не стремясь к созданию автономных мощностей в критически важных секторах. Сегодня эта стратегия приводит к необходимости быстро выстраивать суверенные цепочки поставок, развивать собственную добычу и переработку, а также выстраивать долгосрочные партнерские отношения с третьими странами. Усиление конкуренции с США лишь подчеркивает остроту кризиса. Европейские компании проигрывают в скорости, гибкости и доступе к капиталу, что может привести к дальнейшему перераспределению влияния на мировом рынке стратегического сырья. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.